Харе Кришна, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Это сегодняшнее видео я написал в текстовой форме, чтобы не упустить, не забыть ничего, о чем я хотел рассказать. И с вашего позволения я этот текст, материал свой буду читать. И прошу внимательно выслушать, посмотреть это видео. Спасибо. Это видео, послание связано с делами в строительном комплексе Расамрита Кундж, Майяпур, Индия. Его единоличным собственником на сегодняшний день Раджкумар Дасом. В этот строительный комплекс в 2012 году я был приглашен Бхактой Раджкумаром, чтобы участвовать в нем в качестве инвестора. В этом проекте было предложено не только комфортное строительство для жилья преданным, а также школы, садики, магазинчики, медицинские оздоровительные комплексы и многие другие социальные программы. Конечно же, кроме коммерческого составляющего, этот проект меня очень сильно привлекла именно ее социальная сторона. Я заключил с Раджкумаром простой, незаверенный нотариусом договор. В нем были указаны функции каждого из сторон в этом договоре. Я выступал как инвестор, а Бхакта Раджкумар как застройщик, где по результатам завершения строительства каждый из нас должен был получить 50% прибыли. Такой договор имеется у меня на руках, подписанный сторонами. Имея ошибочное, избыточное доверие к Бхакти Раджкумару, я не стал настаивать своего официального участия в созданных юридических фирмах для проекта Расамрита Кундж. Таким образом, он стал обладателем созданных фирм. После согласования обязанностей каждого, я, как инвестор, инвестировал большие средства для покупки земли. Оплатил заказ у проектировщиков данного комплекса, а также оплатил строительные материалы и заработные платы всех работников на много месяцев вперед. На мои инвестиции был заказан и привезен мною кирпичный завод из Китая, чтобы удешевить себестоимость строительства. Сам проект, по заверениям Раджкумара, должен был завершиться в течение 3, максимум 4 лет. Но по истечении 4 лет Бхакта Раджкумар сказал, что пока проект не завершен и вообще он убыточный. Делить нам нечего и надо еще подождать. Я неоднократно просил Бхакту Раджкумара предоставить мне финансовые результаты и бухгалтерские отчеты проекта, чего он не делал под разным предлогом в течение длительного времени, вплоть до 2019 года. Позже Бхакта Раджкумар сказал, что он совершил ошибку, заключив со мной предыдущий договор, и предложил пересмотреть разделение доходов от бизнеса. Теперь он хотел получить 70%, а мне, соответственно, 30%. Я согласился на это предложение, понимая, что никак не смогу повлиять на ситуацию, так как все официальные документы на имущество были зарегистрированы на его имя. В 2019 году я прибыл в Майяпур и предложил официально ввести меня в созданные фирмы на его условиях 70/30. На что Бхакта Раджкумар сказал, что моих особых усилий в строительстве комплекса не было, кроме инвестиций. И рассчитывать на официальное участие тоже не на что. И предложил вообще разделиться. Он сам будет продолжать строить комплекс без меня. Моим ответом была просьба вернуть мои инвестиции, на что Раджкумар возразил, что это невозможно.
А впоследствии он предложил в качестве компенсации за мои инвестиции вернуть все землей. Других вариантов у меня не было, и я согласился. Мы составили соглашение, в котором он был обязан вернуть эквивалент земли, выделенной под жилой комплекс Росамли-Такунч. Но в результате те земли, которые Врач-Кумар согласился отдавать, оказались не землей, а кусками земель, разбросанные в разных частях деревни, продажа или эксплуатация которых просто была невозможна. Итого, на 12 ноября 2022 года Бхакта Врач-Кумар так и не вернул согласованный и подписанный объем земли. Стоит ли упоминать, что я также не получил ни единого рупия прибыли от проекта за все эти годы. Впоследствии я, другие инвесторы, мои друзья и финансист провели независимый финансовый анализ проекта Росамли-Такунч. Предположительная прибыль от проекта должна была составить от 3 до 4 миллионов долларов. Но, как оказалось, прибыли у проекта нету. Присутствуют большие долги в бюджет государства, которые составляют около 40-45 миллионов рупий налогами. А также присутствует большой риск наложения ареста на проект властями, конфискация имущества у инвесторов, у жильцов, до полного погашения компании долгов в государственный бюджет. Также стало известно, что граждане Китая, доверяя Бхакта Врач-Кумару, сделали большой беспроцентный займ ему, который до сегодняшнего времени так и не был возвращен, несмотря на обещание вернуть займ очень быстро. И на все требования граждан вайшнавов Китая возврата займа до сих пор нет. У них имеются все основания потребовать займ через суд, но они все еще продолжают верить обещаниям Бхакты Врач-Кумара и ждут. Как ждут и 25 других инвесторов, которые все еще ожидают получения своих квартир уже много лет, как ждал и я. Итак, дорогие вайшнавы и инвесторы, я настоятельно прошу вас подумать перед тем, как инвестировать в этот жилой комплекс Росамли-Такунч, о последствиях, с которым вы можете столкнуться, имея дело с Бхактой Врач-Кумар. Мы продолжим и дальше выкладывать свое расследование, рассказывать о последствиях ведения бизнеса с Бхактой Врач-Кумар, с предоставлением подтверждающих материалов. Пожалуйста, если вы не остались равнодушны к этой ситуации, я настоятельно прошу вас распространить это видео в своих общинах, городах, среди знакомых и друзей. Будьте бдительны. Во второй части я расскажу, как Врач-Кумар Дас уничтожил завод моего друга Адиговинды Даса, как акт мести из-за его отказа в сотрудничестве с ним. Присоединяйтесь к нашей группе Telegram и WhatsApp, которые находятся в описании ниже. Там мы будем выкладывать материал, который не попал в это видео. Если у вас есть вопросы, вы можете написать их мне на почту. Я обязательно на них отвечу. Спасибо, что выслушали. Спасибо вам за внимание. Харе Кришна.